Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 30 апреля, вторник. Я уверен, что в эти дни большинство зрителей этого канала, да не только этого канала, больше всего думают над одним вопросом: что делать? Или, как писал поэт, куда ж нам плыть? И я пытаюсь последние свои видео составить таким образом, чтобы осветить основные факторы, которые составляют нынешнюю систему координат, в которой мы находимся. То есть мы сначала рассмотрим отдельные важные вопросы этой системы, чтобы получить представление о всей системе, проанализируем ее, ну и попытаемся сделать выводы, предположения, куда ж нам плыть. Потом напишем петицию, определим куда. Я условно говорю, может быть, петицию Всевышнему, потому что может так случиться, что только он нам поможет. Потому как мы находимся, по мнению практически всех уважаемых мною аналитиков, политиков, в системе, вернее, в точке перелома, как ее называют американцы, куда может чаша весов судьбы склониться в любую сторону. То ли грандиозная победа, то ли грандиозное поражение. Думаю, что шансов на грандиозную победу больше. Ну и вот сегодня я хотел бы начать с общего обозрения ситуации в Мордоре. Страна главного противника, как говорилось, как они назывались во времена холодной войны в разведках противоборствующих сторон. Мне попала в руки статья из влиятельного, солидного издания Foreign Affairs. Статья написана научным сотрудником центра Карнеги, известный центр, вы его знаете, слышали, наверное. Так вот, в его рамках существует российско-евразийский центр, который расположен в Берлине. Написал статью неизвестный мне человек по имени Максим Самаруков. Я предполагаю, что это человек средних лет, то есть, видимо, он во время развала Советского Союза не находился внутри системы, если вообще он был, уже родился к тому времени и был в зрелом возрасте. Ну так вот, мне показалась эта статья весьма содержательной, хотя я не во всем с ней согласен, с автором, потому что я-то как раз находился в то время внутри системы и видел ее так, как видел мало кто. Не только потому, что я находился в критически важной части этой системы, но и потому, что наши, как говорится, люди, они работали под крышей любого маломальски важного советского учреждения, начиная от Министерства иностранных дел, кончая всевозможными научно-исследовательскими организациями, православная церковь, московский патриархат и так далее. И вот они тащили к нам информацию о ситуации в стране. А с 1989 года наше подразделение было переориентировано, вообще внешняя разведка была переориентирована в информационном плане прежде всего на ситуацию внутри страны. Она интересовала Горбачева больше, чем то, что происходило в Соединенных Штатах. Так вот, сидя там, как паук вот в середине сплетенной паутины, значит, я, мои коллеги могли наблюдать, что в целом происходит в этой системе. Так вот, сейчас я вам прочитаю тезисы о том, что собой сейчас представляет режим Путина, ну и прокомментирую с точки зрения тех знаний, которые я в свое время почерпнул. Итак, статья называется «Хрупкий режим Путина». Как и предшествующая ему советская система, он всегда находится на грани краха. Вот с этим тезисом я абсолютно на 100% согласен. Итак, ход мысли автора. Путинский режим является более хрупким, чем кажется на самом деле. Движимая путинскими прихотями и заблуждениями, Москва способна совершить саморазрушительные промахи, которые в конце концов приводят быстро к краху режима. Тоже абсолютно согласен. По этой причине эта система или этот режим постоянно рискует развалиться в одночасье, как это произошло с его советским предшественником 3 десятилетия назад. Ну и дальше он по пунктам анализирует,
почему он пришел, каким образом к этой мысли. Принстонский историк Коткин как-то заметил, что Запад не смог предвидеть распад Советского Союза, потому что страна просто не распадалась. Вот тут я коренным образом не соглашусь, потому что сам видел там, и ситуация была другая. В стране рухнула экономическая модель, вот, которую выстроили якобы на основании марксизма-ленинизма, но к марксизму эта модель не имела никакого совершенно отношения. То есть кто-то в свое время, ну, прежде всего Ленин, прочитал марксизм, по-своему его истолковал, а после его смерти все делалось, как всегда в России, через, ну, вы понимаете, что. Поэтому еще раз подчеркиваю, модель это было какой-то кошмар. То есть она еще более-менее работала при Сталине под страхом расстрела конкретного бюрократа, чиновника, рабочего, колхозника. Но потом, когда Сталин скончался, это все начало постепенно гнить, разваливаться. Ну и, в конце концов, к середине 80-х, особенно во второй половине 80-х, система держалась только на экспорте нефти и газа. То есть вы чувствуете параллели между тем временем и нынешним временем путинским режимом. И когда упали цены на нефть, на газ, вся система рухнула. Как оказалось, она критически зависела от мировых цен на нефть, что не могли предвидеть классики марксизма-ленинизма. Ну, а потом, когда система от этого зашаталась, кормить нечем стало население, возникшую нестабильность использовали местные элиты, которым осточертела Москва, да и вообще народу всему по стране. Москва с Кремлем осточертели. И местные элиты, как в Киеве, так и в Тбилиси, так и в Минске, решили, да нафиг это нужно нам. Тем более, что так называемые эти местные элиты, им к этому времени захотелось жить на широкую ногу. И они решили, пошлем и Горбачева лесом, и будем сами панувать у себя в своих вновь созданных государствах. Вот так оно, собственно говоря, и произошло. Поэтому, вот как пишет дальше автор, относительно стабильное государство, ну как, вот до критического падения цен оно было относительно стабильное. Серьезная нестабильность началась, по моим оценкам, где-то вот 88-й год, когда Горбачев уже пошел с протянутой рукой. Ну, а потом проедали, просили новые деньги, потом в конце 80-х перестали давать. Все, на этом все закончилось. Автор пишет, значит, что система рухнула. Вернее, относительно стабильное государство было разрушено в результате серии решений, принятых на самом верху, и некритично реализованных системой, лишенной сдержек и противовесов. Тут относительно я с этим согласен. Насчет того, что была принята серия неправильных самоубийственных решений. Почему она была принята? Горбачев, самое главное, был слаб, как чиновник, как бюрократ. Он утратил контроль над госбезопасностью, он утратил контроль над бюрократией, которые привыкли жить в системе, когда их держали в кулаке, под страхом или смерти, или просто наказания. Я вам скажу так, что во второй половине 80-х, в середине 80-х кража, якобы кража, которая так до конца не доказана была, товаров в размере где-то 10 тысяч рублей, это была смертная казнь. Это вообще ничто тогда было. Даже тогда 10 тысяч, ну, машина «Волга» и смертная казнь. Вот так примерно. Короче говоря, Горбачев утратил контроль, и вот эти госбезопасность и бюрократия, после этого вот автор пишет, что они тщательно, усердно выполняли законы сверху, то есть указания сверху. Да в том-то и дело, что они перестали выполнять. Вот как Горбачев сказал, через председателя, им же назначенного председателя КГБ Крючкова, что КГБ должно встраиваться в новую систему координат рыночной так называемой экономики. Так КГБ плюнуло на все остальное и начало строить свою рыночную экономику, так называемую. Вот, которая сейчас мы видим, это пик этой рыночной экономики, которая началась, строительство, которое началось в 1988 году.
Ну, а Горбачев, он болтался между разными группами, пытался лавировать, аппаратные игры, ну и все. Вот сейчас происходит, по большому счету, то же самое ситуация, в которой оказался Горбачев где-то начиная с 1988 года. И пример вам – это мятеж Пригожина. То есть Путин влез в агрессию в Украине, понял, в первые же дни и недели понял, что он не туда попал, он начал лавировать между госбезопасностью и Министерством обороны, то туда, то сюда. В результате возник феномен Пригожина. Ну и вот вам ситуация. Все казалось, как сейчас, да, стабильно, громадная армия. У Украины еще тогда даже оружия не было в таком количестве, как вот сейчас придет. И вдруг откуда ни возьмись появляется Пригожин. Вы помните эту историю. Человек чуть власть не захватил. Причем сил-то у него сколько было. Но что оказалось? Оказалось, как и в конце 80-х годов. Система, которая опиралась на бюрократию, на госбезопасность, они думали уже о своем личном. Им плевать было на государство. Так и сейчас на путинское государство. Как эти 2000 или сколько их там было пригожинцев маршировали в Москву. Их же никто не останавливал. Если бы он сделал бросок влево-вправо в местечко под названием Воронеж-45, захватил там пару ядерных боеголовок, вот ему и все. Государственный переворот в Раше. Конец путинскому режиму. Правда, это не говорит, что пришлось что-то новое, лучшее вместо Путина. Это другой вопрос, но тем не менее. То есть параллели, они очевидны между концом Советского Союза и путинским режимом сейчас. Но надо сказать, значит, смотрите, даже если сравнивать роковые решения, которые привели тогда к гибели СССР и сейчас могут привести к гибели Российской Федерации, они очевидны. Роковое решение Горбачева – решение о перестройке. То есть он решил перестроить то, что не поддавалось перестройке. Его нельзя было трогать вообще. Или если трогать, то надо было полагаться на взрыв масс, так сказать, на огромнейшую поддержку. А массы должны были выстрадать это. Как, скажем, страны Балтии, Польша, они выстрадали, Чехия, они выстрадали необходимость крушения так называемого социализма и перехода на западную модель. Поэтому у них вот сейчас это очевидно все и получилось. Подавляющему большинству советского народа, а сейчас российского, на все это так называемое величие государства было плевать. Поэтому решение Горбачева о перестройке подтолкнуло систему к окончательному краху. То же самое приблизительно происходит с режимом Путина. Это решение о агрессии в Украине. То есть тут 1 к 1. В результате, что произошло с Советским Союзом, мы знаем, что теперь происходит с Россией. Как ни крути, чтобы там не трындели и пропагандистские кремлевские телевизионные каналы, налицо стратегическое, коренное ухудшение геополитической ситуации вокруг Российской Федерации. Такого не было никогда, с 1945 года. Линия соприкосновения с НАТО простирается, раньше это был такой где-то в районе Норвегии, небольшой там участок территории, границы, а сейчас это где-то около 800, если я не ошибаюсь, километров. Черноморский флот фактически замкнут в восточной части моря. Балтийское море превратилось во внутреннее озеро НАТО. Начали агрессию против Украины из-за якобы боязни размещения ракет. А теперь эти ракеты появляются, вот-вот появятся в Польше, еще, и не только в Польше, на восточном фланге НАТО. Да, еще вопрос насчет Финляндии, а там лед это 2-3 минуты и Санкт-Петербург. Короче говоря, то есть в столь ужасной ситуации, как сейчас Советский Союз, как сейчас Россия, не находились, наверное, да, Вторая мировая война. Это вот в результате бурной деятельности гениального провидца, сидящего в Кремле. В экономике что случилось с Рашей? Раша уже никогда не будет передовым технологическим государством. Точка. Никогда.
она сейчас встроилась в качестве вассала, критически зависящего от Китая. Там и политическая поддержка, и экономическая, и военно-экономическая. Да что там Китай? Это колоссальная зависимость от Ирана. Это зависимость критическая от Северной Кореи. То есть это в таком состоянии позорища Россия не была никогда в своей истории. Ну, может быть, в начале 17 века, когда была Великая Смута. То есть Раша навсегда, ну, навсегда, трудно говорить навсегда, но на все обозримое будущее превращается в сырьевой придаток и даже не развитых государств, а развивающихся государств, таких как Бразилия, Индия и так далее. Ну и в результате отвлечения на войну в Украине произошло коренное разрушение системы внутренней безопасности страны, когда государство не может адекватно отреагировать на самое страшное – террористическую угрозу. Последний пример, пишет автор, это атака ИГИЛ-К на известный объект под Москвой, Крокус-Сити. То есть, представляете, до какого паралича должно дойти государство, когда глава его, сам якобы бывший, называющий себя разведчиком, хотя разведчиком он никогда не был, пятое управление, политическая полиция. Так вот, значит, он знал о том, что грядет, знал даже когда, промежуток времени, плюс-минус, даже знал где, но он это воспринял как дезинформацию иностранных спецслужб, ЦРУ, и решил, что все наоборот, этого не будет. Ну вот примерно так же Иосиф Виссарионович в свое время, когда его предупреждал Черчилль, все думал, что это Черчилль его обманывает. И тогда Черчилль и спецслужбы с Великобритании должны были создать Красную Капеллу, которую в Москве считали своей, значит, резидентурой, своей разведывательной организацией. И британская разведка через эту Красную Капеллу давала настоящую информацию, правдивую информацию, в которой в Москве были довольны. Вот так вот доставляли информацию. То есть надо не просто достать хорошую, сильную информацию, которая поможет Москве, но нужно еще довести до Москвы так, чтобы чтобы это не вызвало там отторжение. То есть совершенно идиотизм системы. Ну хорошо, Сталина не был разведчиком, не имел специального образования, но этот-то бледная моль, который сидит в Кремле, он-то все это имеет. То есть налицо полный паралич системы. Бюрократия, чиновный люд устали. Они устали от этой системы, как в свое время устал советский народ и советская бюрократия от советской системы, от нерешительности, потому что по большому счету в государстве все зависит от того, куда просвистит ветер. Вот сегодня или на сегодняшний час в голове бледной моли. Человек психически неадекватный, это видно. У него бывают срывы, у него бывает такое муди, настроение то хорошее, то плохое. И вот от всего этого он руководствуется химерами. Вот как тут дальше написал автор. То есть он живет в состоянии туннелевого мышления. То есть вот он перед ним туннель, который он сам создал, там что-то маячит, но это не свет маячит, это химера, которая возникла в его голове. И вот этим живет все государство. Нестабильность. Вот вам последний пример – это арест министра обороны. Ну ладно, арест министра обороны. Было и хуже при Сталине. Но то, что вскрылось, какие бабки там наворованы, и главное, зачем они наворованы, куда он их использует. Он же их никуда не использует. Это бессмысленное, беспощадное воровство, поразившее всю систему. Это все вот то, что характеризует систему. Путин, как и Горбачев, они жертвы дезинформации, пишет автор. И я совершенно с этим согласен. Это один из важнейших факторов, который погубил советскую систему, потому что, я вас уверяю, советская система работала так же, как сейчас путинская система. Путин сверху спускает указания, что ему надо информация
и уже в вопросе заложен ответ. Вот он, допустим, усиление активности, усиление, скажем так, усиление или активизация террористической активности укронацистов. То есть тут уже понятно, что, во-первых, есть укронацисты, это даже не подвергается сомнению, и в вопросе заложено, что они занимаются террористической деятельностью. Нужно только написать, найти дополнительную информацию, что она активизируется. А так это нормальный ход событий. Все знают уже. Путину понятно все. Поэтому если какой-то опер напишет, что, во-первых, это не укронацисты, а это жертвы его агрессии, или он, не дай бог, напишет, что они не занимаются террористической деятельностью, а это на самом деле ИГИЛ-К, как уже это признали все. Да даже Путин, в конце концов, признал, пребывая несколько недель в виде идиота, наконец он сам понял, что он идиот, уже весь мир понимает это. То есть его аргумент, никак не работает на международной арене. И он согласился, что да, это, видимо, ИГИЛ-К. То есть он спускает вот такой заказ на информацию. Естественно, оттуда приходит вот такая информация. Да, есть укронацисты, и да, они готовят террористические акты. Поэтому Путин берет, говорит, я же говорил, то есть я же все понимаю, как Сталин, и так далее. Вот таким образом, выстроилась эта система, которую автор называет «карточный домик Путина». И так оно и есть. Негибкость и упрямство Путина укрепились благодаря многолетнему окружению его сторонников и те, которые ему поддакивают. Огражденный от негативной обратной связи и объективных советов, он подвержен, вот здесь, да, как раз об этом идет речь, туннельному видению, путаница в приоритетах, эмоциональные всплески. Все это находит свое отражение в его решениях. В результате страдает внешняя политика, внутренняя безопасность и экономические перспективы России. От себя добавлю. То есть, понятно, я с этим абсолютно согласен, что Путин живет в мире своих химер. Вместе с Путиным, из-за того, что такой режим автократичной власти, живет в системе химер и все государство. Так вот, в таком состоянии можно жить. По историческим меркам, недолго, как Советский Союз просуществовал. Если измерять это жизнью конкретного человека, то это может быть для какого-то человека вся его сознательная жизнь. Но тем не менее, то есть можно жить некоторое время, но потом система рушится благодаря или в связи с объективными обстоятельствами, потому что мир рациональный. Мир – это уже астрофизики, физики, математики доказали, что весь мир – это как компьютер. То есть может там какой-нибудь диод или микропроцессор немножко перегреться, и как-то так некоторое время компьютер еще будет работать, но потом он, в конце концов, выйдет из строя. Вот Советский Союз приказал так жить в 1991 году. Но я вам скажу, что эта система, которая существует в России сейчас, она хуже, чем система в Советском Союзе, потому что там все-таки был не один, при Сталине был один. Но потом там был Хурал, Политбюро, сколько их там, по-моему, 15 человек было. Были научные центры, и прежде чем Политбюро принимало решение, они запрашивали мнение этих центров, а там были умные люди все-таки, которые высказывали умные мысли. Другое дело, что там Политбюро принимало решение на основании своих собственных химер. Но тем не менее, то есть количество инстанций, людей, участвовавших в выработке, принятие решений было неизмеримо больше, чем сейчас. Сейчас это сбрендившая бледная моль или окурок. Так вот, система такая рано или поздно рушится, как карточный дом в СССР. Рухнул. Тогда это жила система якобы в мифах, что мы живем в координатах научного социализма, марксизма, хотя, повторяю, это не имело никакого отношения к научному коммунизму, марксизму. Это было полное извращение. à la russe, как говорят французы. А в Раши система, если в Советском Союзе вот эта химера, костяк, который официально все верили, это так называемый научный коммунизм, то в Раши это сейчас это понты сбрендившего гопника. Вот с моего
глубочайшего убеждения. Сейчас вот в российском информпространстве вовсю обсуждают документальный фильм. Соратники Навального сняли. Называется «Предатели», смысл которого состоит в том, что после развала Советского Союза к власти пришли люди, которые нас предали. Они предатели, они народ предали. Ну и сейчас обсуждается, там правильно, неправильно. Я вам скажу, что вот с моей точки зрения вся идея кардинально неадекватна, неправильно. Не нас предали. Ну даже вот я представлю, я бы был советским народом. Все равно. Значит, никто не предавал этот народ. Народу пофиг было, почему развалился Советский Союз. Он там походил на демонстрации несколько недель, месяцев, а потом пришла к власти группировка вот во главе с Ельциным, и они никому ничего не обещали. Они для того, чтобы предать, надо кому-то чем-то быть обязанным. А эти, они пришли так по-большому, ну, лозунги повыкрикивали с броневичка, а потом принялись Ельцин, значит, который люто ненавидел Горбачева, он принялся праздновать победу над ним, потому что Горбачев его публично унизил перед всем Советским Союзом, когда, значит, изловили из Москвы-реки пьяного Ельцина, который шел то ли к, то ли от, с букетом, с водкой каких-то там медсестер в доме отдыха, ну и то ли он сам упал с мостика, то ли его уронили охранники. Ну и потом перед всем Советским Союзом типа партсобрания было, где обсуждали моральный облик Ельцина. Это было ужасно. Это был кошмар. То есть после этого Ельцин решил, что он должен отомстить. И вот он на гребне этого переворота пришел к власти, и после этого начал нон-стоп. От заката до заката, как это написал Коржаков, праздновать победу свою. Он выполнил свою миссию на этой земле. А ловкие люди под крышей, там, проникая к системе власти так или иначе, значит, начали заниматься своими делами, освоением богатств этой страны. И они никому не были обязаны абсолютно. Тот же Березовский, Авен, Смоленский, Гусинский. Кстати, большая часть из них это были ставленники Комитета государственной безопасности. Я их лично знаю. Сейчас некоторые из них в оппозиции, выпали из системы. Потому что где-то после того, как пришел к власти Путин, некоторые из них вообразили, что это они благодаря своим талантам стали чрезвычайно богатыми людьми, и теперь, значит, от нас отстаньте, мы сами по себе. Это была большая ошибка. Они забыли, благодаря кому они стали миллиардерами или олигархами. Вот такой, в конце концов, сложился, значит, карточный домик при Путине, основанный на химерах, на понтах сбрендившего гопника. Же Путин, согласно моему глубочайшему убеждению. Там еще вопрос был, да, применительно к этому фильму. Они просто воры или они не воры, а политики, там, обуреваемые жаждой власти? Да ни один, ни то, ни другое. Они просто гопники. Вот помните, в начале 90-х появились эти гопники, полубандиты сначала. Потом, когда они заработали первые $1000, они оделись в махеровые яркие пиджаки, ярко-красные, ярко-желтые, ярко-зеленые. Потом они заработали десятки тысяч долларов, у них толстые цепи появились на водолазках здесь под этими пиджаками. Потом часы Rolex, потом автомобили, и это все вот нарастало. Сначала начали просто с Тойоток, потом, значит, постепенно доходили выше и выше, выше. Сейчас до Ламборгини дошли. Вот. Ну, а власть вот сейчас, это борьба, вот, которую Путин затеял, прежде всего в лице Украины, с агрессией Украины, это те же самые понты, это те же вот пиджаки яркие, это те же Rolex. То есть это психология, французов слово такое есть, «нувориш», или «нувориш», по-моему, я не знаю, правильно ударение или нет по-русски. Это внезапно ставший богатым человеком, который хочет теперь всему миру показать, что он... Вчера он в грязи был, сегодня он князь, он хочет всему миру это показать. Это понты. Вот суть путинского режима, это понты. То есть это никакая не идеология, это полное отсутствие, то есть полный хаос в голове, пустота. То есть в Северной Корее даже идеи Чучхи есть. Хотя никто не знает, что это такое. Это набор высказываний, который товарищ Ким сделал в конкретном месте в конкретное время. А у этих даже идей нет. Нету идеи.
То есть лозунг выбрасывается, это тоже потемкинская деревня, это не настоящая идея. Вот и все. Поэтому, значит, как пишет автор, совершенно с ним согласен, на первый взгляд вроде он стабилен, этот режим. Таким же он оказался за 2 недели до Пригожинского мятежа. На самом деле, значит, эта стабильность, на чем она основана? Покорность элит, сохранение огромных финансовых запасов. Кстати, они сейчас, эти резервы, говорят, вот, понизить цены на нефть, продержать это полгода, и этот национальный фонд, он совершенно опустеет. Но, тем не менее, значит, финансовые резервы есть, нефтяная рента, ну и пропаганда, умение государства формировать общественное мнение. Тут, конечно, путинскому режиму соперников мало. То есть это потемкинская деревня, я формулирую, это моя формула. Путинский режим – это потемкинская деревня особого типа. Это карточный домик, это не фанера даже, вот, это карточный домик. И повторяю, пример – это мятеж Пригожина. На этом позвольте закончить эту часть моего видео. В следующей части мы пойдем по конкретным обстоятельствам, факторам, которые сейчас влияют на состояние этого карточного домика под названием «Путинский режим», которые могут привести к его достаточно быстрому разрушению.